Всем привет! Вы на канале Батя Блонда. Сегодня я буду и по-польски чуть-чуть разговаривать, трошечки по-польски мовить бенже и чуть-чуть и по-русски буду стараться переводить. Вот сегодня я выходной и приехал в город Хельмжу. Все, поехали. Не переключайтесь, будьте со мной. Сейчас есть какие-то новости интересные, наблюдения о Польше, так что поехали. В том году я уже был здесь, в этом городке. Вот сегодня я опять здесь. Очень милый городок. Как бы я не могу сидеть без выходные дома, и, соответственно, каждый день я гуляю. В общем, наблюдение Польши за некоторые дни. Сегодня, кстати, я был у фрезера, у парикмахера, который... Вот разница, допустим, вот Украины и Польши в том, что вот я был один с ней, и вот как бы я заплатил деньги, и она все равно чек выбила. Ну, нету никакой коррупции, хотя я вижу, что она сама на себя работает, и очень приятно, потому что в этом вся сила. И я вижу, что каждый бизнес вкладывает много финансов в развитие инфраструктуры, и тоже сегодня ехал я сюда и смотрю утром рано, и работают люди, которые газоны стригут. Потом выехал за город, вот сейчас ехал, смотрю, какие-то службы рельсы меняют, потом что-то там дороги делают. В общем, все кипит, и я просто понимаю, что система бескоррупционная какая, она вот к этому и всему приводит, потому что есть система, по которой финансы должны правильно распределяться между городскими какими-то службами, и вот оно работает. Я понимаю, что так оно и должно работать, но только когда не будет коррупции, когда каждая организация будет делать свое дело, тогда и будет какое-то счастье. Тогда будет нормально работать бизнес и процветать страна. Такая красивая польская город Хельмжа, очень старенький, красивенький. Сейчас иду прямо, там где-то будет рыночная площадь, и постараюсь найти какую-нибудь прикольную кофейню, там приземлиться и поотдыхать, потому что без выходных азербайджанам очень-очень тяжело, потому что когда ты в чужой стране, то постоянно скучаешь, думаешь, что ты тут делаешь. Постоянно какие-то внутренние такие есть схватки такие. Вот я думаю, красивенький домик. Вот я путешествую, потому что без этого никак. Я не знаю, с чем это связано. Вчера в городе очень было много полиции, такие 5 автобусов куда-то поехали. Не знаю зачем, почему, но у меня есть одна знакомая, которая сейчас сидит на обсервации, так сказать, и к ним даже полиция в этот день не заехала. Я вот как-то это все сопоставляю и думаю, может быть, у них какие-то учения были, потому что целый день мигалки мигали, куда-то что-то ездили, что-то произошло. В Хельмже тоже, видите, здесь тоже начинают все делать, убирать. И там, видите, короче, не знаю, как будто каким-то вот этим службам выделили деньги, и началось в ускоренном виде все делаться. Вот, на меня люди, конечно, так смотрят, когда я с камерой хожу. Ничего страшного. Вот, я уже подхожу на эту красивую, милую рыночную площадь. Я за ней соскучился. Погода, конечно, сегодня не супер, но мне это не мешает. Сейчас поговорим еще про прививки эти.
тоже я не знаю, что делать их или не делать, но весь мир склонен к тому, что по-любому надо делать. И вот эта площадь, и я вот не знаю, что делать. Вы напишите в комментариях, сделаю ли я когда-то прививку или нет, и какую надо делать, потому что там их несколько видов. Но мне, конечно, такую самую универсальную надо, при которой я могу нормально путешествовать, для какие-то райские яблочки. Вот это милая, обалденная, красивая площадь рыночная. Как в Польше поляки любят сохранять историю, и вот я не знаю, тут уже полвека стоит, и оно все красивое, аккуратненькое. И даже здесь, сейчас посмотрим, вода есть или нет. Но в прошлый раз я воду набирал. Ай, это нет, что так затянуто, больно аж. Ну реально, в честности все дело. Знаете, если вы имеете бизнес, и каждый бизнес платит нормально налоги, и там у верхушки, куда это все налоги идут, и все правильно деньги распределяются, то ну тогда все нормально, а не так, что там несколько 100 человек, на которые там, я не знаю, дербанят тут те деньги на себя. И, ну короче, вы меня поняли. Ну я про коррупцию. Блин, очень красиво. Вот какой-то домик отреставрированный. Клумбочки, цветочки. Сегодня вот эта служба, которая делала кусты, обрезала. И вот там мужчина, допустим, обрезает верхушки, а там 3 женщины лет по 50, наверное, и вот они подметают. И как бы, ну, я понимаю, что в принципе подметать это несложно, ну и это полезно даже. Ну, понятно, что если очень много ты будешь подметать, то это уже ненормально. Но, блин, ну молодцы, система работает, деньги выделяются, и классно, они красиво все делают. Сейчас зайду в захолустье какой-нибудь, старый пол, но все равно, видите, все чистенько, аккуратненько, ну, как обычно в формате Польши. Чистенько, аккуратненько. Понятно, что здесь супер деньги не будут инвестировать в центр, в историю, но все равно люди, которые здесь живут, они убирают, стараются что-то делать. Прикольно, он какой-то подвал. Ух, капец, все старое, но даже в подвалах, не знаю, видите, чисто даже, воды даже нет, оно сыро, но у нас в некоторых домах в Украине вот так вот вроде дом, ему там 40 лет, но зайдешь в эту вниз дома, в подвал, а там просто ужас. Ну, я же говорю, ну тут тоже сильно сравнивать Украину и Польшу я не могу, потому что ну реально, вот, допустим, вот городки маленькие, и ими легче управлять. Когда город большой, страна большая, то тяжело управлять. Это так оно и есть всегда. Это даже можно сравнить. Вот ты в комнате у тебя одна комната, либо у тебя 4 комнаты. И вот и простая математика, я же говорю. Польша, она маленькая, высот больших высоких зданий мало, соответственно, я же говорю, площадь меньше, население меньше, проблем меньше. Вот, а Украина просто вот чуть-чуть, вот видите, у нас много всего, очень такая страна богатая, так сказать, но за ней надо управлять, и надо таких проверенных людей ставить на какие-то должностя, которые будут отдавать себя, время тратить. Смотрите, один кот и второй кот, 2 кота сидят и облизываются. О, тут какой-то костел. Красавчик. Красота.
Ой, и тут смотрите, собака в окне. Круто. Ладненько, в тот раз я пошел в ту сторону пошел. Сейчас я пойду в эту сторону и погуляю. Ну, сейчас, ладно, наверное, в костел этот зайду. Что-то такое Ватиканум 2, 1966 год. Какие-то знаки. Ладно, все, я молчу, зайду, посмотрю. В общем, оно закрыто, но для людей все равно оно чуть-чуть приоткрыли, чтобы могли такую деревянную постановку поставить, чтобы люди могли все равно, если даже храм закрыт, все равно могут верить в то, что они верят. Что, может, давайте я обойду, посмотрю еще, потому что я здесь еще не обходил. Я думаю, можно, заборов нету. Красота. Напишите мне в комментариях, как у вас дела, с какого вы города, чем вы занимаетесь, потому что мне интересно, я для вас снимаю видео, а о вас ничего не знаю. Напишите, как дела, чем занимаетесь, в каком городе, какая у вас погода. Видите, у нас сейчас вот такая погода. Вот. Ну, ничего страшного, или такие старенькие домишки какие-то. Блин, с какого это все? Это все свежее или не свежее? Не, ну, я думаю, вот эти домики свежие. Храм, конечно, старинный. Ой, какие там эти красивые, разукрашенные эти. Обалдеть. Красиво, красиво. Спасибо, что посмотрели мое предыдущее видео блин, я забыл этот городок. Речка. Про Чихачинок. Вот, я постараюсь дальше так продолжать делать, переводить вам. Да ну и сам буду понемногу учиться, но вот я только что такой думаю, окей, может я вам на польском что-то буду разговаривать, но тяжело, как бы. Вау, посмотрите, какая это травяная такая штука залезла на крышу. Черепица столетняя, походу. Так, что, куда идем дальше? Так, я надеюсь, выйду. Город полупустой. Все, наверное, в Торуне поуезжали учиться. Дети на учебу пошли. Здесь забор уже вы увидите. Кривой, косой, время свое дает, фундамент обваливается потихонечку. Красота, ля, какой дом угловой. Чик. Острый такой. Как, ну тоже. И тут разделяют пластик, бумага и вещи сушатые. Я бы забоялся, мне кажется, их бы украли. Вон собачка в окошечке гавкает. Красотка. Улица Тумска. Красота. Так, я не знаю, идем туда, не знаю куда, но идем, смотрим. Куда-нибудь, а вон там кладбище. Кладбище красивое.
Ну ладно, как-нибудь здесь сейчас тут пройдусь и пойду к озеру, пойду к рыночной площади. И там что-нибудь поснимаю, где-нибудь красивую, очень красивую. Хочу место найти, где посидеть и зарядиться энергией. Блин, красивое кладбище. И у всех цветы. Люди, видно, почитают память и не забывают своих предков. Ладно, все, иду туда куда-то идти. Я не знаю, куда там. Уже ничего такого интересного нету. А вот в той стороне озеро, да ну просто песня. Просто космос. Напишите мне, куда бы мне еще вот поехать. Куда-нибудь вот такое с озером, какое-то место, чтобы недалеко, чтобы я вот с Торуня до какого-то места. Спасибо. Вот. Я, наверное, еще в Чехачинок поеду, потому что мне там очень понравилось. И подышать, в принципе, очень классно. И посмотреть на пенсионеров. Вот, потому что, ну, как-то оно, ну, приятно. Но хотя я тут общаюсь там с поляками, и они говорят, что у них пенсии маленькие, что там 700-1000 злотых. При том, что заплатить коммуналку там 1000 злотых. Ну, короче, не знаю, кого слушать. Кому верить. Ну, я увидел, что там счастливые эти были пенсионеры. Ну, я же говорю, в этом мире есть и хорошее, и плохое, и каждый по-своему что рассказывает. Вот какие-то прикольный дворик такой. Сегодня еще прикольный случай такой был, капец. Меня он аж так удивил, и, блин, он мне понравился, потому что, ну, короче, слушайте, сегодня я пошел, ну, перед поездкой сюда, я пошел в ну, большой гипермаркет, там заказал себе кофе, но я в маске был, но когда я кофе пил, я маску снял, как, ну, так повесил, она у меня на шее висела, и, блин, красиво здесь. Она у меня на шее висела, и я, ну, и шел как бы вот так вот с чашкой кофе и пил. И молодые парни, они, видно, какие-то в какой-то либо военной, либо, ну, короче, они такие в форме были, ну, лет по 15, по 16, молодое поколение польское, вот, в каком-то военной школе или лицее учатся. И я иду, как бы такой пью кофе, и они говорят, так, типа, там полиция, так что, типа, одевай маску. Капец, это так было приятно, потому что, блин, ну все понимают, что, ну, блин, такая, ну, даже дети понимают, что надо друг другу, как бы, ну, за что нас штрафовать, когда, ну, по сути, ну, что вот мне тут, что мне тут коронавирус, когда, ну, я вот, где бы я только не шлялся, не гулял, ну, на меня оно не действует, эти всякие коронавирусы. И как бы за что меня штрафовать, если, ну, я что-то не ношу. Ну, короче, вы меня поняли. И как-то солидарны с этим, и очень приятно, друг другу помогают. В общем, я уже здесь был. Все, идем на рыночную площадь. И буду искать самое красивое место для отдыха. Ну, что-то, честно говоря, с этим тут проблема. Но я думаю, спрошу у кого-нибудь местного. Вот, потому что, ну, искать, ну сколько, ну, я понимаю, городок маленький, но тоже вот так вот ходить, как бы, я ж не на самокате, не на гуляй ноги. Обалденная, блин, эта площадь маленькая, красивая, обожаю, честно. Немного людей, так как я, наслаждаются путешествиями. Не знаю, реально есть такие люди, которые что-то рассказываешь, показываешь, они какие-то такие мертвые, ну окей, а есть такие люди, которые так вот, как и я. Ну, я там познакомился с одной девушкой, и она вот так вот, мы с ней прогулялись, и она вот так вот головой вертит, типа, вау, ей интересно. Ну, короче, она с Минска, тоже такая, как я, живая. Видно, что, ну, она только приехала, и ей это очень интересно. Очуметь. Так, ну здесь, ну нету ничего такого очень красивого. Не знаю,
как будто тут бери и открывай какой-то бизнес, потому что здесь нету вот этой кофейни, кофе нету. Мне кажется, тут и суши нету. Ну, вон кебаб есть. Кебаб, 2 кебаба. И то, может быть, это одно и то же, потому что какие-то стили одинаковые. Может, один и тот же хозяин. Все, иду, короче, на набережную, и там... Ну, и вы со мной. Улица Зеглярская якась. В общем, туда озеро, но я еще чуть-чуть побуду здесь. Озеро оставлю на попозже. Там я уже буду балдеть. А сейчас еще здесь где-нибудь пройдусь. Здесь какой-то костел. Такие старые стены, которые уже оно все отсыпается. Балкончики. Интересно, какого года это все? Красивая такая. Даже палец старая. Бутылки хранят. Да. Все ремонтируют. Молодцы. И вон еще выход к озеру. И тут все, канализация. Чистенько, аккуратненько. Чинят. 4 работают. 1 стоит. Ну, как обычно, наверное, прораб. Костел. Интересный какой-то. Но вот этот метод, конечно, это, конечно, жесть. Что это за экономия возле полиции? Красота. Все, идем к речке, спускаемся. И в городе не нашел я ничего такого навороченного, красивого. Буду искать пожарники. Офигенная навороченная техника. Круто. Блин, на государство классно работать. У них все хорошее. Вот тут видно, это старая половинка, а это новенькая. Видите, разный цвет кирпича, наверное, реконструировали. Напишите, кто знает, этот собор, походу, переделывали. Вау, новостройки. Ой, релакс. Вот. Яхт-клуб, или как это называется. Тут красота какая. Сейчас я и туда пойду, и туда пойду. Здесь уже причальчик какой-то сделали. И по нему пройду, если можно на него спуститься. Я не знаю только как. Вот это, походу, элитка. Это самые, наверное, дорогие. Самая дорогая земля здесь. Самая красивая. Посмотрите, новостройчик со своим этим. Обалдеть, везде на крыше не можем. Да ты шо? Кто знает, сколько именно в этом доме квартира стоит. Вот, допустим, та, либо та, либо та. Наверное, 1150 тысяч злотых. 150 или больше, или 300. Ой, это рябина, походу. Или не рябина. Какие-то ягоды интересные. Блин, как тут тихо, спокойно. Блин, у меня, конечно, камера цыкает. Есть такое. Но этого в том году не было. Это сделали спортивное, этот поле спортивное. Поняли? В котором играешь. Играть можно. Блин, круто. На байдарках они тут играют в, блин, футбол, или как это называется. Волейбол. Как называется этот спорт? Напишите. Круто, блин, молодцы. Занимаются, что он где-то дети, лет по до 12, до 13 там. 10-13. И дети с собачками гуляют. Просто курорт какой-то. Обалденный городок. Просто космос. Водичка чистая. Там он под водой от велосипеда колокольчик.
Блин, круто, 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 круто. Идем дальше. Иду как будто где-то в Италии. Я уже был в Италии, оно подобное, как какой-то Бордолино дель Гарда. Ну, там, конечно, озеро Гарда побольше, но где-то плюс-минус такие чувства. Мусорка на месте. Сцена на месте, уточки, песок хороший, бабки бар, этот кебаб. Тут такая вот лестница на старый рынок. Здесь тоже, наверное, самая дорогая земля какие-то, может. Это тут живут, либо это какой-то пансионаты какие-то. Ну, красиво, я бы здесь пожил. Пожив немного в Польше, я уже начинаю думать как поляк, как европеец. И понимаю разницу мышления украинских, там, русских, там, людей. И понимаю европейское мышление, плюс-минус понимаю, что здесь тише едешь, дальше будешь, все потихонечку, делать качественно, делать, как бы делать продуманно что-то, да, и тогда будет все хорошо. У тебя не надо никуда лететь, спешить, очень там, ну, фундамент надо крепкий делать. И вот вроде с одной стороны ты так думаешь, блин, такие городки, и ну всегда как-то мало людей, но я начинаю понимать, как они живут. Они здесь живут из-за того, что у них логистика очень ну, прикольная, ну, нету проблемы с города в город ездить, хорошие новые автобусы, хорошее приложение, ты всегда знаешь, когда автобус приедет, вот, минута в минуту. И поэтому ты здесь, грубо говоря, живешь, взял там, не знаю, 10 минут, прошелся до остановки, поехал в Торунь, в Быдгощ, в любой какой-то другой городок, там живешь, отдыхаешь, учишься. Как бы захотел на море, 2 часа, 2 часа на море, просто сел, приехал. Там взял велосипед за копейки, взял велосипед, либо самоход, гуляй ногу, доехал до моря, отдохнул, покупался, там, я не знаю, покушал. Ну и все это за зарплату, как бы ты можешь здесь обычно работать, и через год у тебя и машина будет, и, блин, в комнате, в квартире будет все обставлено. Ну, в Украине все по-другому чуть-чуть. Ты если работаешь, то у тебя зарплата в 3 раза меньше, чем здесь. И ну, планировать ты меньше можешь что-то как бы делать. Ну честно, ну где-то так, да. Я очень люблю свою страну, Украину, люблю свой дом, родину. Но именно по зарабатыванием денег, то здесь интересней. Здесь в 3 раза быстрее я зарабатываю деньги, чем в Украине. И, соответственно, я не трачу свое время. Ну, понятно, что я могу бизнес какой-то открыть, да, но, блин, за какие деньги я его открою? Ну, короче, ну... Так, что делаем? Сейчас еще по тому мосту пройдусь. Но я все равно хочу где-то кофе нормальное попить. Тренер выстраивает девочек в линию. На старт, внимание. И давай. Увага. Он как-то их запускает по 2 человека. Помнит их всех по именам.
Блин, как я за своей дочечкой соскучился просто. Очень сильно соскучился. В общем, обошел Полхельмжи, нашел кофе, сел на вот такой вот причальчик. Тут спортсмены бегают, дети. Впереди меня он на байдарках катается. Сзади меня какие-то домики. Тут, походу, живут, у каждого причал. В общем, сел, сижу. Обошел уже Хельмжу вдоль и поперек. Такой вот маленький городок. Я не знаю, тут население, наверное, 1010, наверное. Может, меньше. Ну вот, все, сижу, отдыхаю, кофе пью. Сейчас еще часик здесь побуду и домой поеду. Так что с вас подписка, лайк, какие-нибудь вопросы есть, задавайте. Скажите мне, куда еще можно поехать, ну, если вам не тяжело. Вот, ну, как-то так. Кстати, как вам моя прическа? Мне кажется, нормально. Вот, так что уже на часах почти 5. Посижу чуть-чуть, поотдыхаю и домой. Не забудьте написать, откуда вы смотрите, чем занимаетесь сейчас и вообще. И, ну, а то скучно так, когда вы меня там по 2-10 тысяч людей смотрят, а я не понимаю, откуда вы. Вот. И почему смотрите, что вы ищете, какие вот что вы пишете, там, допустим, путешествие в Польше, работа в Польше, что вас интересует. Спасибо, все.